Посадят ли Собчак, как Ефремова, за смертельное ДТП? Почему сестра Ефремова считает, что для Собчак вся эта ситуация по кайфу? Смотри видео до конца, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Ксения Собчак написала в своем блоге, что ее решили назначить на роль нового Ефремова. Сестра виновника резонансного ДТП Анастасия не видит никакой связи между аварией брата и Ксенией. Так она отозвалась о ДТП с Собчак. Эта ситуация ей просто по кайфу. Что там трупы? Да нафиг. 9 октября машина, в которой ехала Ксения Собчак, попала в аварию со смертельным исходом. Пока Собчак старается, как она написала у себя в Инстаграм, жить интересно, мама погибшей в аварии Екатерины Тарасовой не выходит из дома. Екатерина погибла в страшной аварии в Сочи. Девушка вместе с подругой ехала по трассе, и на полном ходу в них врезалась иномарка, в которой мчалась в аэропорт телеведущая Ксения Собчак. Водитель всю вину взял на себя, это он выехал на встречную и не смог избежать смертельного столкновения. Тарасова умерла мгновенно, вторая пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Ксения Собчак в аварии получила сотрясение мозга и травмы. Она вызвала такси и уехала в аэропорт, а виновник ДТП задержан и до суда находится под домашним арестом. Ксения Собчак тоже решила прийти в себя дома. У меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными погибшей девушки. Я никуда не лечу и не иду, поделилась в соцсетях телеведущая. Через 10 дней Собчак улетела на деловую встречу в Париж. Только после личных дел она прибыла на допрос в Сочи. На телеведущую обрушилась лавина хейта. Ксения Собчак написала в своем блоге, что ее решили назначить на роль нового Ефремова. Сестра Ефремова не видит никакой связи между аварией брата и Ксенией. У нее существует некая маска, которая заключается в том, что она циничная и эгоистичная, ей на все положить. В каждом интервью говорит абсолютно эпатажные вещи. Эта ситуация ей просто по кайфу. Что там трупы? Да нафиг. Села и уехала, эмоционально рассуждает Анастасия Ефремова в эфире программы на НТВ «Звезды сошлись». Ефремова не понимает, при чем здесь ее брат, который, по ее словам, шагу не сделал, когда случилось смертельное ДТП по его вине. Он вышел и не поехал на съемки, а оказал помощь, говорит Анастасия. Впрочем, как считает родственница актера, Собчак повела себя под стать своему образу. Эта авария ей как подарок судьбы, резко заявила сестра Михаила. Напомним, 8 июня 2020 года джип Михаила Ефремова врезался в автомобиль курьера компании по доставке продуктов. Актер приговорен к 7,5 годам тюрьмы за страшное ДТП, в котором погиб водитель Сергей Захаров. Почти год Ефремов уже отсидел в колонии общего режима. А как думаете вы, посадят ли Собчак, как Ефремова, за смертельное ДТП, или все закончится безнаказанно? Пишите свое мнение в комментариях, ставьте лайк и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить интересные выпуски.